Всем здорово, народ! Сегодня поговорим про ПВПшного ферал друида в ТВВ во втором сезоне. Let's go, поехали! Погнали смотреть видос. Если верить нашим американским коллегам, то тир-лист для милишников ПВП выглядит примерно следующим образом. Я не щупал мету сам, но готов поверить, что фералы сейчас на высоте. Плюс также мои достоверные источники подтверждают данный тезис. Поэтому сейчас мы посмотрим, как себя чувствуют наши кошачьи друзья. На сегодня я подготовил два билдачка. Первый вы можете прямо сейчас видеть. Он идет с упором на себя любимого. То есть мы максимально берем те таланты, которые лично нам позволит чувствовать себя максимально комфортно в ПВПшке во время файтов и так далее. Про второй билд поговорим чуть позднее. Сейчас давайте рассмотрим ветку именно силы зверя. Вот здесь она у нас находится, сила зверя, да? Она в обоих билдах будет идентичная, и я думаю, здесь вообще менять ничего не нужно. Некоторые, вот смотрите, например, отказываются от таланта кровавые когти. Но это же бредик вообще. Зачем брать львиную силу, если можно взять кровавые когти? Непонятно. Вы слишком много импакта получаете от того, что постоянно поддерживаете на себе баф кровавых когтей. Его получить несложно, просто не нужно 2 раза подряд использовать одну и ту же способность, по сути. Вот и все. Позже я продемонстрирую, почему мы, опять же, поддерживаем на себе этот эффект постоянно, просто перманентно, он вообще с нас не пропадает, поэтому нет смысла брать львиную силу. Здесь вы увеличиваете на 15% больше дэмэдж, здесь на 25%. Вы просто 10% потеряете, если возьмете левый талант. И раньше я не рекомендовал брать талант воплощения пеплошкуры, и сам с ним не играл, но сейчас пересмотрел свои взгляды. Смотрите, если у вас раса ночной эльф, вы можете и так нажать слиться с тенью и а-ля из инвиза, опять же, использовать глубокую рану, которая будет с эффектом стана. Ну и усиленная по дэмэджу. Но вам ничто не мешает сначала использовать слиться с тенью за счет расовой активки, и потом еще раз уйти в инвиз за счет пеплошкуры. То есть вы можете дважды это сделать, и что у нас получается? В солоке или в режиме 3x3 вы можете 3 противников буквально за несколько секунд подряд застанить через эффект глубокой раны. Эта рана будет усилена. Ой, там такая суета начинается. Опять же, чуть позже продемонстрирую. В общем, все остальные таланты тоже мы здесь берем максимально эффективные. Не рекомендую отказываться от таланта жестокие удары когтями. Многие не понимают, почему это имба. Стоит всего лишь 25 единиц энергии. Если вы используете глубокую рану, это 35, по-моему, или 30 энергии. Полоснуть 40 энергии. А так вы очень быстро можете получить себе комбо-поинт и при этом не потратив энергию практически никак вообще. Поэтому жестокий удар когтями мы используем. Ну и, конечно же, вишенка на торте. Жажда хищника, сверххищника. Мы получаем периодический баф, который позволяет нам без затрат сил рун использовать наш кусь, и при этом наш кусь будет наносить максимальный дэмэдж. Ну а весь дополнительный контент, что я записываю, вы можете найти на моем бусте. Здесь у меня и для 3.3.5 аддона контент имеется, и для актуала. Полный гайд по настройкам моего PvP-шного интерфейса и PvP аддонов присутствует, также имеются гайды на другие классы. Поэтому, если планируете поддержать канал копеечкой и вас интересует дополнительный контент, первая ссылка в описании, приглашаю на свой бусти, но на этом рекламку заканчиваю. Погнали смотреть видос. По героическим талантам, кстати, мы всегда берем следопыта, здесь без вариантов. И еще я видел, некоторые игроки берут себе путающий вихрь, но мне кажется, в этом смысла особо нет. Вам вот этот вот рут, который накидывается через вихрь Урсола, по сути, не нужен. Ведь главная фишка-то вихря в том, что вы просто ставите тайфун, который не позволяет оттуда сразу выбежать противнику. А зарутать противника вы можете и так, просто нажав гнев деревьев, когда вам прокнет свирепость хищника. Ну, вы знаете, когда вы 5 комбо-поинтов тратите, у вас 100% прокает моментальный каст либо на хилку, либо на гнев деревьев. И если вам нужно кого-то зарутать, вы просто гнев деревьев на него используете таргетно, и все. А вихрь мы ставим тогда, когда нужно просто позиционку у противника нарушить. Плюс цветочная тропа позволяет нам дополнительно хилиться, хилить еще и тиммейтов, поэтому это вообще гораздо сильнее, как по мне, талант при выборе. Ну и теперь поговорим про таланты друидича, который а-ля общая ветка. Вот здесь у нас два есть билда, которые я вам сейчас покажу. Смотрите, первый мы используем медвежью энергию, идеально точные инстинкты, стремительность кошки, медитацию лекаря. В общем, все, что у нас вот здесь вот идет на, опять же, улучшение лично своей жизни в ПВПшке. Тут мы позволяем за счет таланта себе лучше выживать в медведе. Здесь мы просто ускоряем на 30 секунд возможность срабатывания предыдущего таланта. Так, у нас КД 120 с прокачкой 90. Приятно. Стремительность кошки в пояснении не нуждается. Ну и опять же, медитация лекаря. Вы когда облик меняете, у вас вот в кошке крит увеличен, в медведе универсальность. Допустим, вы свапаете форму на медведя, немножко подхилились, обратно свапнули форму на кошку, и у вас еще 5 секунд будет увеличена универсальность. Тоже приятно, почему бы и нет. А вот теперь, смотрите, я показываю вам второй билдачок талантов. Опять же, мы отказываемся от всего о том, о чем я говорил вот чуть-чуть ранее. Медвежью энергию, идеальную штучку, стремительность кошки, медитацию. Мы это все убираем, но за счет этого появляется у нас возможность помогать своим тиммейтам и лекарю в частности. У нас появляется дополнительный скилл активный тайфун, который позволяет откидывать противников и опять же снижает их скорость передвижения после того, как мы их откинули. Приятно. Можно опять же в любом облике нажимать. Попробуйте, допустим, поставить вихрь Урсола,
из него противник выбегает, вы его откидываете, а он уже потратил свой мувмент какой-нибудь спелл, и, ну, в общем, неприятно гораздо будет до вас добираться. Или можете сбивать касты таким образом, потому что вы откидываете противника, и кастеры просто на месте не стоят. При этом у нас появляется снятие порчи, опять же, эффективно против там разбойников, против дотеров, которые нас постоянно всяким говном закидывают. Увеличенный урон, объем исцеления на 6% приятно, но самым мощным, по сути, талантом, который при данной прокачке у нас появляется, это родство с астралом. Просто пушка, вышка, годнота, поскольку увеличивает нам дальность каста всех заклинаний на 5 метров. Вы из-за этого таланта можете не брать PvP-шный талант, например, могучие ветра. Потому что, по сути, всегда вот чуть-чуть буквально не хватает дистанции для каста смерча. А это ваша мейн-кнопка по контролю, по сути, такая одна из. И вы можете просто не брать себе PvP-шный талант, который увеличивает на 5 метров, и взять обычный талант, который также на 5 метров увеличивает дальность каста. Если прям вообще упороться в касты, можно и то, и другое взять. Но я даже не знаю, в этом смысла особо нет, потому что 5 метров вот этих за глаза хватит. Без них не всегда вам приятно кастовать смерчи, вот чуть-чуть буквально не дотягиваетесь, по опыту вам скажу. Но и также у нас появляется озарение, здесь мы накидываем всегда на лекаря, просто чтобы ему ману сэкономить. Проще будет в долгих таких противостояниях, опять же, на ресурсы отыгрывать. Поэтому давайте данный билд я назову кастер билд, просто потому что у нас увеличивается дальность и появляется тайфун с озарением. Данный билдачок давайте назовем животный билд, потому что мы опять же усиляем медведя, усиляем свап-формы и просто по мелочи добираем вкусный талант. Если вы понимаете, что вам во время боя понадобится снятие перчи, опять же, чтобы яды диспелить и проклятия, просто отказываемся от идеально отточенных инстинктов и прокачиваем себе снятие перчи. Все, здесь довольно просто. Теперь про PvP-шные таланты. Здесь мы всегда берем гибельные когти, только если не играете с варами. Я не помню, по-моему, они не стакаются с варами, или варом сейчас вообще убрали урезание по хилу. Короче, это надо проверить, но если нету в вашей тиме больше никакого срезания и исцеления для противника, тогда гибельные когти вот берем 100 из 100. А вот дальше уже идет вариативность. Если против нас милишники, можно взять шипы. Опять же, не лишнее. В двойке прям супер имба, в тройке не так мощно, но все равно использовать вполне себе реально. Третьим талантом берем либо неустанную погоню, потому что вы постоянно свапаете облики, все равно вы бегаете то в кошке, то в форме вот этого оленя, и вам даже если вы потом выйдете из оленя в человеческую форму, все равно бонус скорости сохранится. Да, не весь, но все равно приятно, что вы бегаете не как безногий какой-то крот, а просто как нормальный олень. Опять же, если мы не используем талант родство с астралом, то можно взять могучие ветра. Опять же, ради той же логики, что чуть-чуть не хватает дистанции для тайфуна, для нашего смерча, так точно хватит. Вожак стаи также неплохой талант. Опять же, бафайте и себя, и союзников, и по сути вместе с моим билдом, который вот на а-ля помощь тиммейтам, где и озарение имеется, и контроль дополнительный, и снятие перчи имеется, вожака ставить вообще в кайф. Просто супер саппорт, который еще и лицо набьет сам противникам, если нужно. Дикий импульс, если играете против кастеров, потому что, ну, понятно, будете постоянно прерывать им касты, и за счет этого получать дополнительные бенефиты для себя, как для кошки. Билдачок обсудили. Сейчас я вам покажу на практике, почему Ферал Друидыч просто нереальная пушка-вышка. И вообще в целом в 3х3 очень может много проблем противникам доставлять. В частности, поговорим про талант, соответственно, воплощения пеплошкурой. Все-таки я вам настоятельно рекомендую брать себе расой ночных эльфов, потому что у вас есть способность слиться с тенью, и вот что мы можем с этим делать. Вот у нас 3 противника, допустим, да, 1, 2, 3, имеется. Мы можем на каждого из них накинуть стан плюс усиленный эффект глубокой раны, из инвиза которая. Потому что, опять же, сначала мы, допустим, на первого просто накидываем глубокую рану, бэм, видите, она со станом плюс усиленная. Потом мы сливаемся с тенью, еще раз нажимаем инвиз, еще раз глубокую рану, она также будет усиленная. И на третьего противника мы через воплощение пеплошкуры снова клацаем инвиз и накидываем глубокую рану усиленную. Но мы это делаем не просто так, но еще и с дополнительными эффектами кровотечения. Опять же, разгоняемся через наши кровавые когти. И в сумме это все выдает просто неимоверно огромный, периодический, кровоточащий урон. Короче, показываю. Упс, подошли. Со станом глубокую рану усиленную сделали, накопили эффекты, накинули разорвать. Переходим на следующего противника. Здесь нажимаем слиться с тенью, также усиленную глубокую рану, также с 5, по сути, стаками разорвать. Потом перешли на третьего противника. Снова в инвизе, снова глубокую рану, снова лунный огонь. И снова, допустим, усиленный эффект разорвать. Можно докинуть туда адаптивный рой, если это наш мейн-таргет. И начинаете его просто грызть. Периодически отслеживаете, чтобы, допустим, на втором ДДшнике были все также негативные эффекты. Третий таргет, допустим, если это лекарь, не всегда стоит поддерживать на нем негативные эффекты, потому что, опять же, смотря кто у вас тиммейт. Если там разбойнику нужно повесить блайнд по противнику, а, понятное дело, не стоит ему мешать и не стоит
накидывать дотки на противника, чтобы блайнд этот не сбить. Ну а так просто вот 2 дамагеров тогда уже потом просто постоянно дамажим через наши дотки, поддерживаем дотки и на первом, и на втором. Постоянно контроль, мы все. Дальше вы накинули дотки, если вас сильно пробивают, нажали туда вихрь, нажали форму, все, оленем убежали, за колонну спрятались, похилились спокойненько. Бим-бим-бам-бам, снова в кошечку, в инвиз, если дали рестелснуться, подошли снова из инвиза глубокую рану со станом выдали, бим-бим-бам-бам, 3 стака накопили. Вам уже приятно, противникам неприятно, вы накидываете также усиленную разорвать. Ну и все, это же нереальный кайф. Опять же, накопили 5 комбо-поинтов. Давай вот накопим 5 комбо-поинтов. Не забывайте пользоваться жесткими ударами, потому что стоит мало энергии. Накопили 5 комбо-поинтов, подошли просто к противничку, если это там вот лекарь, да, опять же тоже. Нажали в него стан на 5 секунд, все, вернулись по дамагеру. Сюда дотки накинули, сюда дотки накинули. Максимально много. И опять же с эффектом кровавых когтей. Подубежали, похилились, покайтили. Если вас прям сильно прессингуют, нажали бэйм, с тайфуна толкнули противничков. Теперь это приятно можно делать, даже если вы в кошке находитесь, например. Все, в медведя свапнули форму, если нужно, опять же, пожить. Нажали на себя нистое восстановление. 1 000 000 хп себе зарегенили. Лепота. Просто сказка. Друидище и неимоверная сказка. Супер кайфово, супер классно. Нравится. Ему нравится. По поводу статов не сказал. Искусность, универсальность, крит. Такой вот у нас приоритет, в нем и собираемся, остальные статы нас особо не интересуют. По поводу шмоток, камней, чарок, это сейчас все будет меняться, поэтому не особо хочется запариваться, чуть попозже сделаем. Поэтому, если интересно, пишите комменты, что Фералыч нас интересует, будем за ним следить более интенсивно и охотно. На этом видос завершаю, народ. Весь мой доп-контент на бусте, анонсы стримов, постов, других игр в телеграм-канале, поэтому переходите, подписывайтесь. Всем же я вам желаю прогрессив PvP, всем удачи, всем пока.